Недавно в СМИ проскользнула интересная новость. В Обнинске активистка Татьяна Котляр зарегистрировала у себя более 10 тысяч иностранцев. Ее бизнес на мигрантах процветает настолько хорошо, что ни суды, ни штрафы не могут его остановить. На этом фоне информация о начальнике миграционной службы, который помог легализовать 700 мигрантов, выглядит как детская шалость. Однако стоит отметить, что начальника арестовали, и он может получить срок, в то время как Татьяна Котляр все еще на свободе и продолжает свою деятельность. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, если вы не знали, в России есть человек, который целенаправленно заселяет страну мигрантами из Средней Азии. Ни прокуратура, ни штрафы в сотни тысяч рублей, ни суды не могут остановить Татьяну Котляр. Она заявляет, что ей не важно мнение жителей России. В Обнинске, что в Калужской области, МВД отчиталось, что полицейские провели оперативно-профилактическую работу по обеспечению общественного порядка. В ходе рейдов они выявили 36 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России. Это звучит убедительно, если не учитывать, что в городе с населением 120 тысяч человек официально зарегистрировано около 38 тысяч мигрантов. Город, который когда-то был первым наукоградом, сегодня фактически захвачен мигрантами. Если что-то и вызывает настоящий ужас и потрясение, так это истории из жизни Обнинска. Здесь уже привыкли к женщинам в цветастых халатах и с закрытыми лицами, отсутствию русских детей в школах. Прогуливаясь вечером по городу, трудно поверить, что вы находитесь не в Центральной Азии, а всего в нескольких километрах от Москвы. Областной ЗАГС как-то опубликовал статистику. Сегодня в исконно русском регионе новорожденных мальчиков чаще всего называют именем Мухаммад. 38 тысяч – это официальные данные. Местные жители утверждают, что на самом деле каждый второй здесь – ценный специалист. Понимаете, не ученый, как в прошлом, а мигрант. Поэтому новостные ленты соцсетей Обнинска пестрят историями о том, как незаменимые специалисты греют ноги над вечным огнем, зажимают девочек в школе. Рассказывают подросткам в красках, как будут их насиловать, отпускают сальные шутки в сторону женщин, вызывающе ведут себя в общественных местах, задирая прохожих. А тех, кто пытается их поставить на место, избивают толпой. Значительный вклад в превращение города в гетто для русских внесла Татьяна Котляр. О ней известно многое. 73-летняя активистка, бывшая народная избранница, избиралась несколько раз депутатом как в городе, так и областным, председатель регионального движения «За права человека», правозащитница, получившая премию Комитета гражданских инициатив в номинации «Наш общий дом. Россия». Только, видимо, этот дом не для русских, а для мигрантов, которых она прописала в своих 2 резиновых квартирах. Это, на минутку, аж 10 593 человека. И останавливаться на достигнутом она не собирается. Котляр убеждена, что помогает людям, и ничто ее не остановит. Котляр утверждает, что помогает мигрантам с помощью прописки зацепиться в России. Для нее нет разницы, кого регистрировать – узбеков, таджиков или беженцев из других стран СНГ. Им всем нужна работа, а без прописки ее не получить. Вот сердобольное им и помогает. И вот тут парадокс. С добрейшей души человеком борется практически вся власть Обнинска. 14 мая прокуратура просила уже, наконец, отправить женщину в колонию, но гуманный суд ограничился штрафом. Меня не посадили на 1,5 года даже в колонию поселения. Оставили штраф в размере 430 тысяч рублей. Заметим, это на 20 тысяч меньше, чем ранее. Я намерена продолжать свои действия, в том числе и их регистрацию, бодро заявила ответчица для СМИ после суда. Это уже 7-е уголовное дело, которое было рассмотрено в отношении Котляр за последние 15 лет, начиная с 2009 года. Если разделить на дни, то в среднем она регистрирует в принадлежащих ей 2 квартирах по 2 человека в сутки. Ранее суд пытался запретить Татьяне Котляр прописывать больше 5 человек в одной квартире и 6 в другой. Однако вместе со своим адвокатом она оспорила это решение. В российском законодательстве нет нормы, запрещающей делать квартиру и домовую книгу резиновой. Но дело в том, что зарегистрированные должны проживать на жилплощади, где числятся, а этого активистка обеспечить, естественно, не может. Поэтому ее штрафуют. Но каждый раз диаспоры быстро организовывают сборы и помогают доброй женщине. Она хочет вместе с адвокатом еще и отменить в Уголовном кодексе статьи о фиктивной регистрации, чтобы вообще к ней не было претензий. Причем Татьяна подчеркивает, что делает добро, а не прописывает ради наживы. Тем не менее, журналисты из Обнинска утверждают, что ее услуга имеет вполне конкретную фиксированную цену – 5000 рублей.
Понятно, что дама преклонных лет отнюдь не свихнулась, а крайне расчетливо и методично раз за разом нарушает закон. Она уверена, что ей помогут. И действительно, за годы своей деятельности Котляр обзавелась солидными связями. Конечно же, на ее стороне диаспоры. Но не лишена помощи она и извне. Либералы не забывают о ней и периодически то номинируют на Нобелевскую премию как выдающуюся женщину планеты, то Европейский суд по правам человека объявляет несправедливым ее преследование и в 2022 году присуждает ей компенсацию в 6 тысяч евро, которую должна выплатить Россия. Да и в Москве ее поддерживает гражданская инициатива. Защитников у нее полно. А русским что с этого всего? Исконные жители Калужской области стонут от безысходности и оплачивают весь этот щедрый цирк гостеприимства. Только за 9 месяцев предыдущего года многодетные семьи мигрантов они получают полностью все социальные пособия. Они получили 170 миллионов рублей, это огромные деньги, ведь они переезжают большими семьями. Обращал внимание на происходящее в Обнинске член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Причем мигранты начинают требовать пособия едва ли не в пункте пропуска на государственной границе. При этом Кабанов отмечает, что речь идет только о тех, кто стал гражданами России, а они в большинстве своем даже не разговаривают на русском языке. В школах семьям мигрантов важно заполучить 2 вещи – бесплатное питание для детей и места в группе продленного дня. Больше их ничего не интересует. Исходя из этого, можно сказать, что это не трудовые мигранты, а обычные паразиты для страны. Тем временем, как мы уже упоминали, в России раскрыли еще один крупный рассадник мигрантов. В Туле возбуждено уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции УМВД полковника Дениса Оськина. Вместе со своим заместителем Еленой Боровик, ведущим специалистом по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Кольцуком, а также начальником отдела разрешительно-визовой работы Маршаловой, они за взятки зарегистрировали не менее 700 иностранных граждан в регионе. Следствие полагает, что эта организованная группа помогала нелегалам с постановкой на учет, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание и получением гражданства. Благодаря их деятельности древний русский город заполонили таджики и узбеки, которые зачастую даже не знают русского языка. Всего региональным УФСБ задержаны 15 человек, в домах и на рабочих местах фигурантов ведутся обыски. Недавно крупный канал незаконной миграции был раскрыт и в Санкт-Петербурге. Через взломанные аккаунты на госуслугах ничего не подозревающим петербуржцам прописали около 7 тысяч таджиков и узбеков. За 2 года своей деятельности злоумышленники создали 3 фирмы и арендовали 5 офисов, где вежливые сотрудники за деньги принимали нелегалов, жаждущих жить в России, и выдавали им поддельные документы. Аналогичные предприниматели работали и в Калининграде. 3 фигурантов выдавали иностранцам поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства, с которыми счастливые иностранцы шли в миграционные органы МВД. Преступную группу организовали гендиректор одной из калининградских фирм, сотрудница Центра языкового тестирования высшего образовательного учреждения и гражданин Узбекистана. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!